Всем привет, друзья, с вами снова я, Макс, и сегодня на моем обзоре домашний проектор от компании Light Unicorn M6 Pro. Это LED проектор 1080, достаточно приличной картинкой, с неплохой яркостью. Сейчас все параметры вы видите перед собой на экране, потому что, честно говоря, всем этим параметрам я не особо верю, так как по параметрам написано одно, а как вы понимаете, визуально все это выглядит абсолютно по-другому, поэтому мы будем все это дело сегодня тестировать, посмотрим задержки, посмотрим, как это работает от PlayStation, от компьютера, просто жесткого диска. В общем, все, что можно, я постараюсь уместить в данный обзор. Все тайм-коды будут, естественно, как всегда, под видео для вашего удобства. Здесь установлен Android 9.0, причем самое, что интересное, он достаточно неплохо работает, друзья, причем очень даже неплохо. Wi-Fi здесь 2.4 и 5 ГГц, то есть это тоже плюс, особенно для просмотра 4К видео. Он поддерживает разрешение 4К, причем самое что интересное, поддерживает он его очень как-то странно, то есть его компьютер находит как 4К, его PlayStation находит как 4К, причем на компьютере и на PlayStation поддержка HDR есть, действительно все настраивается, все работает, на качество картинки как-то это особо не влияет, я имею в виду HDR, но то, что 4К разрешение, это действительно видно. Что могу сказать про зерно? Все очень часто пишут, что вот я вижу зерно, там все это ужасно, все это страшно. На самом деле я тестировал на достаточно дешевом экране, то есть я его специально купил для более бюджетных проекторов. Это какой-то кактус, 100-дюймовый экран, белый, без всяких наворотов, без всяких извращений, то есть обычный простой экран 100 дюймов. Он у меня давал картинку на 100 дюймов с расстояния 2 метра 83,5 сантиметра. Где-то так я померил рулеткой. А вот более подробное то, что он дает. То есть он бьет до 120 дюймов на расстоянии 3,6 метра. То есть, ну, на мой взгляд, вполне себе прилично. Но на 120 дюймов я не пробовал, могу вам говорить, за 100 дюймов действительно в темной комнате смотреть кино одно удовольствие. Вот ничего не могу сказать. На более маленьких проекторах это было все-таки как-то, ну, немножко, не знаю, мне кажется, что это более походный вариант. Тут уже более домашний вариант, причем, да, его можно как поставить на ножки, также, естественно, его перевернуть и прикрутить куда-то к стене. Показывает он во всех отношениях, то есть и перевернутым, и задней проекцией, и mirror, и в общем все, что можно. Сейчас мы это тоже все посмотрим, все пройдем. А давайте начнем с его комплектации и с внешнего вида. Поехали. Камера для автоматической фокусировки, естественно. Линза. Здесь стоит огромная система охлаждения, то есть здесь стоит радиатор, я думаю, вам видно, очень внушительных размеров. Одна колонка, вторая колонка. На задней части у нас по входам USB, USB 2, HDMI 1, инфракрасный датчик, линейный выход и аудио-видео вход. Вот для вот этого провода, чтобы вы могли подключить какое-то доисторическое оборудование. Снизу у нас тоже стоит решетка, здоровый радиатор, его прям реально видно. То есть мне кажется, что с перегревом здесь проблем не будет на 100%. По кнопкам сверху все очень удобно. Управление, Bluetooth, назад, меню, включить-выключить. Что касается пультика управления, выглядит симпатично, очень похож на пульт управления Xiaomi телевизора, работает от 2 3А батареи, которые в комплекте не идут. Что по управлению у нас? Кнопка включения-выключения, микрофон, соответственно, для голосового поиска, включение функции Bluetooth, то есть вы можете включить и подключить данный проектор как колонку. Дальше вверх-вниз, вправо-влево, окей, меню, если подержать кнопку меню, то можно перейти в режим управления мышкой, не очень удобный. Микрофончик, естественно, голосовой поиск, назад, домой, включение-выключение звука, громче, тише и, соответственно, электронная фокусировка данного проектора. Все очень просто, выглядит симпатично, беленький, аккуратненький.
под каждой вот из этих ножек находится резьба, если их отклеить. Вот таким вот образом, грубо говоря, они отклеиваются, и сюда можно вставить либо вот эти ножки, которые даются в комплекте. Сразу говорю, они засовываются не до конца. Вот это вот максимально, что можно вкрутить. Это не очень хорошо, на мой взгляд, ну потому что, по сути, отрегулировать нельзя. Но если вы отклеите все 4 ножки, которые здесь есть, вы абсолютно спокойно можете прилепить его к креплению, то есть повесить его на стенку, либо прикрутить к полке, в общем, к потолку, куда хотите. То есть на всех 4 ножках есть вот такие вот вещи, так что имейте в виду, прикрутить его можно, хоть и не видно с первого взгляда. В нем встроен 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативки, 16 встроенный, что даст вам возможность установить все ваши домашние кинотеатры, все плееры, в общем, тиктоки, все, что вы захотите, все можно на него установить. Я подключал к нему жесткий диск и могу вам сказать, что он достаточно шустрый, хорошо читает даже большие файлы размером до 100 гигабайт и без всяких тормозов. Давайте посмотрим на подключение его к жесткому диску. Так, я только что подключил жесткий диск. Заходим либо в файл-браузер, либо, ну вот, в MX Player, естественно. Так, это у меня уже устройство. Вот у меня папочка TV-тест. Смотрите, что у меня здесь есть. Есть вот аватар. Так, посмотреть. Настройки, обновить выбор. Так, а как посмотреть? Давайте нажмем его. Аватар весит 100 гигабайт. Помощь, что нового. Так, субтитры, инструменты, свойства. Вот. Хотел вам показать вот эту вот вещь. Это 109 гигабайт жесткого диска, файл МКВ, аватар со всеми наворотами, 4К, в общем, все, что можно, все здесь втюхано. Давайте посмотрим, как он будет работать. Ну, понятно, вначале он нормально все всегда работает. Давайте перемотаем вот на 8 минут. Звук, опять же таки, повторяюсь, да, идет сейчас с проектора. Если вам он мешает, можно его выключить. Итак, смотрите, могу еще дальше перемотать. Не знаю, как здесь можно быстрее мотать, нельзя. Ну, вполне себе прилично. Все перематывается очень быстро. Я бы сказал, что плеер работает просто на ура. Так, это темные моменты. Давайте что-нибудь поярче. Не знаю, видно вам, не видно? Вот это темные моменты фильма. Так как записываю через камеру в полной темноте, не знаю, мне визуально все очень и очень четко и ясно видно. То есть каких-то проблем нету. Давайте посмотрим другой фильм. Давайте вот «Пассажиры». Тоже 4К файл. Можем посмотреть. Инструменты. Свойства. То же самое 4К файл. МКВ. Перемотаю еще. Включим звук. Звук работает, видео работает. Так, можно, интересно, масштабировать все это дело. Растянуть. Вот вам растягивает по всему экрану. Мне кажется, тут уже... Тут ничего не скажешь. Все работает, на мой взгляд, великолепно. Я не знаю, у меня ни один файл не было такого, чтобы он не запустился. Так, вот какой-то, смотрите. Собачий патруль. А вот собачий патруль как раз не запускается. Так что тоже, видимо, не все читает, что можно. Интересно, можно посмотреть, что это такое? Давайте посмотрим. Свойства. Он даже свойства не показывает файла. В общем, вот из всех фильмов, которые у меня на тесте, один он не включает. Вот еще мультик дочки есть. Так что могу вам сказать однозначно, большинство файлов он читает без проблем. Если вдруг какие-то есть проблемы, то всегда можно скачать другой плеер, скажем так. Что у нас файл-браузер, вот он тоже нашел у меня жесткий диск. Давайте вот видео с GoPro. Попробуем вот это напрямую, файлы GoPro 4К.
напрямую идет 4К. Но у меня такое ощущение, что немного он притормаживает. Есть такое впечатление, но могу вам сказать сразу, что 4К файлы с GoPro читает не каждый компьютер. Вот можете посмотреть, это 4К, 60 кадров, 100 мегабит, то есть это максимальное, что может писать GoPro. В данном проекторе встроена функция беспроводной колонки, то есть вы можете использовать этот проектор как беспроводную колонку. Здесь есть отдельная кнопка есть на пульте управления, вы нажимаете, подключаете ваш смартфон к нему, либо компьютер, либо ноутбук, и он издает, естественно, звук, то есть можно даже отключить экран, то есть он будет работать тупо как колонка. Давайте пройдемся по тесту звука. Для использования плеера как колонки можно нажать на самом пультике, либо вот здесь сверху на нотку. Нажимаем. Раздается такой сигнал. Connected. Заходим в Bluetooth. Вот он, видите, у нас подключен. Jirena Cube 4. Выходим отсюда, заходим в плеер и запускаем музыку. То есть, если вы будете бегать, даже прыгать, понять, натянуто полотно или нет, ну, грубо говоря, просто вот так вот попробуйте. Если два пальца влезают так с напрягом, значит, все нормально. Сильно перетягивать тоже не надо. Если у вас рука 5 км в час. Прибавляю и уменьшаю скорость именно дорожкой. Видите, она здесь тоже прибавляется и уменьшается. Почему так происходит, я не знаю. Как вы понимаете, звук у него достаточно громкий, я ничего не могу сказать. Баса я там не услышал от слова совсем, то есть его нету. Если поставить все на максималку, то будет звук забиваться, то есть будут такие неприятные шумы. Лично мне это не очень понравилось, но для просмотра YouTube, для каких-то игр, там PlayStation, еще чего-то, вполне достаточно звука, то есть по крайней мере, звук у вас будет точно. Давайте, наверное, перейдем к меню данного проектора. Могу сказать, что у него очень интересная автофокусировка. То есть у него вот здесь вот сверху находится еще одна камера. Причем я это даже видел в AIDA. Сейчас мы посмотрим. Она действительно определяется как 640 на 480. Она позволяет сделать автоматическую фокусировку. То есть он полностью автоматом, куда бы его ни поставили, он сам определит фокусное расстояние, все настроит, выровнит, можно очень удобно регулировать трапеции. В общем, настройки все есть, и они достаточно интуитивно понятны и очень простые. Давайте посмотрим, как все это выглядит на самом деле. Итак, после того, как вы подключили проектор, установили свою учетную запись Google, у вас появилось вот такое вот поле. Смотрите, все очень понятно, интуитивно, приложение можно открыть так, можно открыть так. Это то, что у меня сейчас установлено. Что могу сказать? Во-первых, все работает быстро. MX Player открывается быстро. Что у нас дальше? YouTube. Все работает достаточно быстро. Причем все работает в 4К. Давайте посмотрим какое-нибудь 4К видео. 4К видео. Так. Сразу показываю настройки. Это, скорее всего, не 4К. Нажимаем настройки. Нет, 4К, все, стоит 4К. Я уже установил, да. Вот так вот выглядит картинка в 4К. Без всяких тормозов. Могу вот вам перемотать. Давайте вот сюда куда-нибудь перемотаем. Это в полной темноте, ну практически в полной темноте. Работает компьютер, небольшая подсветка, но в общем, выглядит все, на мой взгляд, очень даже неплохо. Звук сейчас вы слышите с проектора. Так, давайте посмотрим. Смотрите, перехожу
на домашний экран. Вот у меня мои видосы. Так, сейчас посмотрим. 4К, видите? Так, что у нас в проекторе? Заходим, я установил AIDA, она определяет проектор как телевизор, M6 Pro, все правильно, 2 гигабайта оперативной памяти, свободно 11 внутреннее хранилище, 10 свободно, всего 11. Дальше у нас что? Центральный процессор, это 4 ядра, ARM, Cortex A55, 1908 МГц. Дальше отображение у нас идет 1020 на 1080, 60 Гц. Видео это Mali G31. Сеть, так, что у нас? 9 Android стоит. Установлена 0,3 мегапикселя камера, это 640 на 480 для того, чтобы определять фокус. То есть, чтобы она посмотрела и настроила вам фокус, когда вы будете передвигать ваш проектор. Дальше у нас по программам iMirror, это для подключения вашего смартфона, сейчас мы чуть позже это рассмотрим. MX Player, включается все достаточно быстро. Netflix, больше приложений, это то, что у меня сейчас стоит. Google Play, стандартный, то есть с вашей учетной записью вы можете установить YouTube, все, что хотите, всякие Иви, Киви и т.д. и т.п. Также есть левый магазин, это E-Mount какой-то, E-Mod или E-Mount, не знаю, здесь можно установить вплоть до ТикТока. Переходим в настройки. Это у нас сеть и интернет, как вы понимаете, ловит он и 2,4 ГГц, и 5,4, все настройки Wi-Fi, аккаунты, пульты и аксессуары. Сюда вы можете подключить, я не знаю, Bluetooth колонку, беспроводную мышку или еще что-то. В общем, все, что с Bluetooth связано. Режим мышки переходит вот в такой режим. Видите, у меня начинает бегать мышка. Также можно нажать на кнопку меню, подержать, и она автоматически исчезнет. То есть она автоматически включается, отключается. Дальше у нас идет источник, выбираем откуда. Малая задержка HDMI. Видите, смотрите, если я ее включаю, мы обязательно сейчас все это дело протестируем, то у меня пропадают некоторые настройки. Давайте пока ее выключим. Языки. Языков огромное количество. Дальше. Способ проецирования. Естественно, как у вас будет стоять экран. Все очень понятно, очень доходчиво. Автоматический фокус. Вот для чего как раз-таки и стоит вот эта вот камера. Видите? Видите? Оп. Автоматом все нашел. Очень хорошо. Keystone автоматический. То же самое он настраивает. Трапециевидная коррекция. Очень удобно по всем точкам. Видите, можно все сгибать. В зависимости от того, где у вас будет стоять проектор. Дальше у нас идет электронное масштабирование. То есть, смотрите, сейчас у меня стоит на 100 дюймов. Максималка. Я могу, естественно, сделать, если вдруг у вас проектор стоит ближе, чем нужно, вы можете чуть-чуть уменьшить ваше изображение, что тоже удобно. Если мы нажимаем на кнопку меню, он устанавливает все по умолчанию в любом меню. Соотношение сторон, соответственно, 4:3, 16:9 и автоматическое. Звук. По звуку здесь только громкость, но это пока. Смотрите, дата, время, хранилище. То есть, ну, естественно, он показывает, сколько у вас всего. Место, смотрите, 16 гигабайт. Внутренней копии доступно 10. Хотя в AIDA он показал по-другому. Сброс, обновление системы. Обновление может быть как онлайн. Ну, это последняя версия стоит. Также с файла, который вы запишете на карту памяти, настройка устройства, клавиатура, главный экран. В общем, это по сути настройки андроида. Об устройстве можно почитать, что это за модель, версии и т.д. Так, больше здесь настроек никаких нет. Еще раз показываю, да, если HDMI вы включаете, вот эти все настройки почему-то пропадают. Дальше, смотрите, что мы делаем. Нажимаем источник. У меня сейчас подключена PlayStation. Видите, он определяет автоматом PlayStation 4. Можно управлять прям с пультика. Видите, я управляю прям пультиком. Очень удобно, если вдруг вам что-то нужно. Сейчас попробую найти еще в источнике. Обратите внимание на левый верхний угол. Он ее определяет как 4К 60 Гц. Так, давайте найдем в настройки, и я вам покажу. Так, сейчас звук выключу. Звукоэкран, вывод видео.
Вот в каком разрешении PlayStation его находит. Это 3840, 60 Гц. Причем самое, что интересное, поддерживается HDR, он настраивается, то есть полноценно работает. Я не знаю, ничего это визуально особо не дает, но все, по крайней мере, видите, регулировка HDR. Если я войду в PlayStation-овскую регулировку, то, по сути, я могу все вот эти настройки далее настраивать. Сейчас она грузанется. Пока у меня обновляются игрушки, хочу вам показать одну вещь. Здесь, если вы подключаете флешку, либо через HDMI, нажимаем на кнопку меню, и у нас появляется вот такая вот настройка. То есть здесь вы уже можете полноценно настроить ваш звук. Я поковырялся в настройках звука. Честно говоря, сказать, что на что-то это прям влияет основательно, нет. Ну, есть какие-то изменения, но звук все равно не ахти. В общем, баса я там не увидел. А после звука что у нас есть? Настройки картинки. То же самое можно выбрать любые варианты. Можно, естественно, кастомно все настроить. Можно поменять температуру цвета. Можно разрешение поменять. Можно DNR сменить, можно бэклайт подсветку, не знаю. В общем, вот это вот я менял. Особо никакого эффекта я не нашел, скажем так. HDMI Color Range моды, это у нас авто, full или limit. Здесь вот меняется, смотрите, если я ставлю full, чуть-чуть изображение меняется. Видите, оно становится чуть ярче. Я поставил на авто, так как особо вариантов никаких нет. Дальше у нас идут настройки, sleep timer, меню таймер, stay on the previous source, то есть чтобы он оставался на том, на чем вы выключите, грубо говоря. Closed caption, это у нас субтитры. Дальше у нас dynamic backlight, HDMI 2.0, смотрите, здесь можно выключить, можно включить. Если я сейчас вот это выключу, смотрите, он у меня будет находить PlayStation, вот я подключаю, как 1080. То есть не 4К, а как 1080. Нажимаю опять сюда. Переключаю HDMI 2.0. Включаю все это дело. И все. Он у меня и компьютер находит, и PlayStation находит как 4К. И причем компьютер и PlayStation, естественно, его тоже находят. Дальше что у нас есть? Настройки HDMI, то есть чтобы вы могли автоматически отключать проектор, когда отключается сигнал с HDMI. В общем, ну вот здесь все настройки ARC, управление с помощью пульта от вашего проектора, допустим, я не знаю, DVD-плеером, смарт-боксом или еще чем-то. Дальше у нас что? HDMI ARC Audio, это задержки звука. Соответственно, если у вас какие-то проблемы есть, я, честно говоря, никаких задержек, ничего не заметил. Все, по меню полностью мы прошли. У него есть функция Bluetooth, то есть вы можете использовать его как колонку, плюс к нему можно подключать всякие вещи, допустим, я не знаю, беспроводную Bluetooth клавиатуру, мышку, я не знаю, наушники, колонку, еще что-то. То есть, если вам не хватает звука, вы всегда можете взять вашу колонку, либо вашу аудиосистему, а лучше, конечно, прикупить какой-нибудь саундбар, подключить к нему, будет вообще отличный звук. Заходишь в меню, нажимаешь на Bluetooth, он быстренько находит наушники, и каких-то проблем с подключением и с работой нету, вы можете все это дело видеть сейчас на вашем экране. Смотрите, если мы зайдем вот сюда, вот это пульты и аксессуары, заходим, нажимаем «Добавить устройство». Смотрите, сейчас я при вас включаю наушники. Знать бы еще, как они включаются. Так, включил наушники. Одел наушники. Сейчас посмотрим, найдет он их или нет. Так, вот, наушники Sven, смотрите. Хоп, подключение. Подключено. Так. Смотрите. Звук идет через наушники. Давайте посмотрим сейчас на качество картинки, на тесты экрана, а потом уже поиграем во все игры и подключим уже компьютеры. Что могу сказать по качеству картинки? Лично мне она очень понравилась. Мне показалось, что есть немножко темноватые сцены, но, честно говоря, он не высвечивает все это дело. То есть визуально картинка очень похожа вот именно на домашний кинотеатр, то есть для просмотра кино. В игрушке играется без проблем.
Сейчас перед собой вы видите тест монитора, то есть обычный с компьютера. Честно вам сказать, конечно, если сравнивать его с более дорогими моделями, ну, именно нормальными домашними кинотеатрами, ультракороткофокусными, лазерными, в общем, со всеми наворотами, естественно, он до них не дотягивает. Но если брать его цену, да, в районе 17 тысяч и 100-дюймовый экран там за 4 тысячи, то у вас получится там 20 копейками тысяч. Реально огромный экран, и в темноте, я думаю, вы получите огромное удовольствие при просмотре кино, мультиков, игр с PlayStation, даже игр с компьютера. У него есть очень интересная кнопка, да, вы нажимаете на нее, и она увеличивает скорость HDMI, то есть задержка на компьютере происходит гораздо меньше, чем до этого. Сейчас мы посмотрим это все на тестах. Я подключил как раз к нему ноутбук. Смотрим. С компьютера сейчас он подключен через HDMI без ускоренного варианта. Включаем, смотрим. Включаем. Тормозим. Выходим в меню, заходим в настройки и включаем ускорение HDMI, выходим обратно, заходим в источник и повторяем все. Кстати, мышка работает заметно быстрее в таком режиме. Так, ну давайте, наверное, перейдем к подключению PlayStation. PlayStation подключилась без всяких проблем, определил HDR, да, я уже говорил, 4К. Играется очень приятно, все игрушки идут нормально, каких-то задержек. Ну да, они есть минимальные, но для игры в PlayStation прям великолепно, никаких проблем нет. Звук идет с самого проектора, либо опять же таки подключаете наушники в вашу систему. Играть, мне кажется, одно удовольствие. Давайте на это посмотрим. Я не знаю, никакой задержки, честно сказать, я не вижу. Что касается подключения компьютера и игры с компьютера, то тут я могу сказать, что задержки вы видели уже на тесте. Плюс в самой игре, если вы играете в какие-то там гонки или еще что-то, возможно, вы этого и не заметите. Все будет достаточно приятно, очень здорово. Но даже когда вы просто двигаете мышку, да, не включив, допустим, функцию ускорения вот этой HDMI, которая там есть, она прям реально задержка идет. Когда вы включаете эту функцию, она достаточно быстро крутится. То есть минимальная задержка все равно есть, как ни крути. Но все-таки мне кажется, что это проектор больше для кино, нежели для подключения к ПК. Задержки звука я не слышал. У меня была небольшая проблема, то есть задерживалось видео, когда я просматривал видео в 4К через программное обеспечение YouTube, да, которое установлено именно на Android, но мне кажется, что это была проблема из-за того, что я был подключен на 2,4 ГГц, а до этого я как раз-таки подключался на 5 ГГц, и задержки у меня не было. То есть обратите тоже на это внимание, может быть из-за этого. Но видео идет нормально, то есть если ты постоянно не тыкаешь, не забиваешь этот Android да нельзя, то все проигрывается нормально, все программы запускаются отлично. Не забывайте программу для чистки программного обеспечения Android, ну в общем, как обычно, как если у вас есть Android телевизор, я думаю, вы меня понимаете, если вы будете там неделю тыкать на нем постоянно, то он начнет притормаживать, вы все это дело почистили и все будет работать без всяких проблем. По умолчанию встроено программное обеспечение для подключения телефона, то есть чтобы вы могли прийти домой, показать что-то, что вы наснимали. Для iPhone, iPad все встроено уже
по умолчанию для обычного андроида странно, кстати, да, для iPhone и iPad уже было приложение. Если подключать обычный Android, просто заходишь в Play Market, устанавливаешь программу и подключаешь. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, если у вас Android, я установил программу eShare, нажимаем на нее, устанавливаем такую же через Play Market на Android, вот она находится eShare, нажимаю ее, вот она у меня запустилась. Можно использовать, видите, мышку. Видно, у меня по экрану бегает. Можно использовать это приложение как мышку, как клавиатуру, в общем, как кучу всяких наворотов. И можно использовать ее как mirror. Все, у меня исчезает все на телефоне, и, соответственно, сейчас должно все появиться, по идее, здесь. Так, вот. Насколько уже это быстро, не быстро, вы можете вот судить сами. Все видео вам видно. Так, ну, допустим, я вот захожу последнее видео с телефона. То, что я снимал. Сейчас включу звук. Посмотрим, будет ли она транслировать звук. Так, на телефоне звук есть. А если я включу проектор, звук... Да, звук идет. Так, если я выйду отсюда, допустим, смотрите, допустим, я включу YouTube. Так, давайте вот сюда зайдем. Можно здесь сделать полный экран. Вот, пожалуйста, вам полный экран. И что у нас сегодня на теме? Ну, качество, конечно, честно говоря, передаваемое. Но это по Wi-Fi, поэтому все что-то смазано. Но достаточно шустро, кстати, работает, в отличие... Так, давайте перемотаем. Ну, я думаю, что да, здесь... Ну, как-то так вот все работает. Что касается фотографий, допустим, тоже достаточно быстро. Во, это я. Как всегда, все ссылки на покупку данного проектора будут внизу под видео, плюс продавец нам предоставил промокоды, так что обязательно заходите и следите за ценами. Выглядит этот проектор не таким компактным, как предыдущий. Здесь стоит реально здоровая система охлаждения. То есть здесь стоит целый радиаторище, я бы даже сказал. Что касается звука и нагрева, давайте сейчас посмотрим тест. Я все это, естественно, заснял для вас. Так, он у меня поработал где-то около 15-20 минут. Нагрев 32 градуса. Так, сейчас посмотрим с задней части. В задней части вообще ничего, практически 24 градуса. Это, наверное, самый холодный проектор, который был у меня на тесте. Ну, правда, здесь огромный радиатор стоит, поэтому за то, что он перегреется, я думаю, что волноваться не стоит. Как вы видите, нагрева на нем нет от слова совсем. То есть мне кажется, что это самый холодный бюджетный проектор, который у меня вообще был на тесте когда-нибудь. То есть он практически не греется, если считать, что вот эта вот вся часть, наверное, по полоску, это сплошной радиатор стоит. Дальше, что касается шума, вы все слышали, я, да, постарался записать для вас шум. Да, он есть, но он не критичен в плане того, что тут нет такого, что он там постоит полчаса и начинает дико жужжать, там, ух. Такого нету, он постоянно идет на одной определенной, так сказать, диапазоне, и вы к этому достаточно быстро привыкаете, с учетом того, что я его сейчас, когда просматривал кино на нем, я его поставил буквально около моего уха, я быстро к нему привык. То есть мне этого хватило, тем более, если вы используете данные колонки, оттуда будет идти звук. То есть вы, наверное, этого шума не особо услышите. Ну да, он есть, тут никуда не денешься. Как заявляет производитель, он должен проработать 30 тысяч часов. Но я думаю, что до такого вы не дотянете и, скорее всего, уже купите новый проектор. Поэтому думаю, что в плане работоспособности его хватит у вас на долгое-долгое время. По управлению сразу скажу, управлять очень удобно как с самого проектора, так и с самого пультика. Что касается голосовое управление,
Так же, как в любом андроиде, Google работает отлично, по YouTube все находит, все вас понимает, очень удобный пультик. Единственное, что, да, вот я, наверное, уже говорил по поводу правой кнопки, если вы перепутаете, вы собьете фокусировку, да, а слева у вас как раз-таки звук. Ну, к этому, я думаю, вы быстро привыкнете, поэтому проблем не будет. Есть наличие вот такой вот замечательной крышки, да, которая бережет ваш проектор от пыли, но все равно можно сделать вот такой вот штукой, то есть вы все это дело выдули и закрыли. Проблем у вас никаких не будет. Ну, правда, крышка удобная, на многих проекторах ее тупо нету. Я имею в виду на бюджетных, по крайней мере, которые были у меня. В завершении данного видео хочу показать вам, на чем все это дело тестировалось. Это самый обычный белый экран под названием «Кактус». Покупал я его в Ситилинке где-то за 4500 рублей. Это 100 дюймов. Сейчас горит полностью мое освещение, поэтому не обращайте внимания на выцветшую картинку. Это нормально для такого рода проекторов. Что могу сказать? Я бы посоветовал взять такой экран, такой проектор, то есть получается где-то в районе 17 тысяч проектор, 4500 экран, и сюда бы я поставил бы какой-нибудь саундбар вроде Xiaomi, где-то 1004 он стоит, подключил бы его по Bluetooth к данному проектору, и мне кажется, что получился бы достаточно нормальный кинотеатр для домашнего просмотра. То есть вот именно данный проектор я могу рекомендовать его для дома. То есть мне, честно говоря, очень понравилась его картинка. Яркости мне тоже вполне хватило, поэтому ничего плохого про него сказать не могу. Да, звука мне не хватило, потому что нету баса, и звук на максималках он зашкаливает, то есть он забивается. И если смотреть, допустим, тот же самый YouTube, то да, вполне его достаточно. Посмотреть какие-то ролики, YouTube, еще что-то, абсолютно нормально даже поиграть в PlayStation, мне кажется, этого звука хватит. Но если вам нужен нормальный звук, либо подключаете его к своей аудиосистеме, либо к Bluetooth колонке, либо к Bluetooth саундбару, либо тупо одеваете наушники и наслаждаетесь видео. Причем наушники можно тоже блютусные купить и слушать, если вам это нужно. Так что, друзья, я думаю, что данный обзор был достаточно подробный, и вы уже сами должны решить, стоит ли вам приобретать такой проектор или нет. Лично мне он понравился, на мой взгляд, у него шикарное охлаждение, то есть он практически вообще не греется. Да, он не такой тихий, как казалось бы, но если вот он стоит в комнате, его, честно говоря, не особо слышишь. Ну, работает какой-то вентилятор, он не становится громче, то есть нет такого, что он нагрелся, там, какой-то шум пошел. Нет, такого нет, он постоянно работает на определенном звучании, то есть ты к нему привыкаешь и проблем никаких нет. С вами был, как всегда, я, Макс. Не забываемся подписывать на мой телеграм. Если есть какие-то вопросы, пишите внизу. Пока проектор на руках, постараюсь ответить на все ваши вопросы. С вами был я, Макс, это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока.